У нас сегодня эфир посвящен истинному запросу. Это очень интересная тема, и сегодня же хотелось бы немножко поговорить про 24 год, потому что мы в него уже пришли, и что-то в нем происходит. И мы с вами сегодня на эфире обсудим, что же в нем происходит такого интересного, что нас вообще ждет, и куда все это, собственно, движется. Хочу сказать вам маленькую предысторию, почему вообще возник такой эфир. Несмотря на то, что сегодня только 11 или 12 января, я уже запуталась, у меня было довольно много индивидуальных сессий за этот год, и была также групповая история на 9 человек, где мы работали с целеполаганием. Интересен факт того, что получается где-то около 14 человек, которых я, так скажем, живую трогала. И очень многие люди, с кем я просто разговаривала без такой углубленной работы, я заметила в этом году очень интересную вещь. И она прям так очень серьезно светится. Это тема, так скажем, истинного запроса. Очень многие люди сегодня себе говорят, что я правда хочу там, например, начать зарабатывать много. Я правда хочу уже там с кем-то разобраться в отношениях и уже начать любить. Я действительно искренне верю в то, что я хочу в этом году начать там новую работу. Или там вот что-то вот такое очень важное, масштабное в рамках, да, собственной жизни человека. И все это как бы выглядит как «да», но только вот изнутри оно совсем уже не склеивается с нашим внутренним потенциалом, потому что запрос на самом деле не истинный. И вот эту истинность хотелось бы сегодня как раз-таки и разобрать вообще, о чем она, почему она и откуда она берется. Получается такая история, что несколько лет, там, с 2000-го, с 2001-го, там, с 19-го года, условно говоря, мир вообще людей очень сильно колбасило, и все уже такие дошли и поняли, что, наверное, нужно как-то разбираться с собой и куда-то идти, а для того, чтобы идти, нужно поставить цель. И вот многие люди поставили себе эту цель, они туда дошли, что-то не дошлось, так скажем. И получается такая история, что те цели, которые были не достигнуты за, так скажем, период с 2019 года, а то и раньше, сегодня они уже выглядят довольно привычно. То есть это история, когда каждый Новый год мы записываем одну и ту же цель. Это история, где каждый год мы думаем, что вот когда-нибудь я это сделаю, и, возможно, именно в этом году вы уже понимаете, что вот именно в этом году или уже никогда, потому что уже просто надоело это записывать в свои цели и в свои истинные запросы. И с одной стороны, у людей очень много именно вот таких запросов, которые просто уже очень долго висят в пространстве, и они стягивают очень много энергии, но они не есть истинные. Мы их воспринимаем очень привычно и истинно, потому что они уже просто в нашем поле висят очень долгое время. Но, друзья, поменялся год, поменялось время, поменялась энергетика, и это очень важно учитывать. Потому что в этом году, я уже об этом, наверное, говорила и много раз еще скажу, что в этом году быстрая материализация возможна, но возможна материализация не того запроса, который долго висит, а возможно реализация истинного запроса, который действительно есть внутри вас. Это две большие разницы. То есть первая категория запросов – это запросы, которые просто висят очень долго в отложке. Если у вас такие есть, пожалуйста, пересмотрите их на предмет вообще актуальности и ценности в рамках этого года. Потому что очень многим людям то, что было актуально все 4 или 5 лет до 2024 года, уже в этом году не актуально идти в этот же запрос, просто потому что все поменялось, и это нормально, и этот запрос можно отпускать. Если у вас такие запросы есть, еще раз повторю, пересматривайте их, насколько они актуальны, действительно ли они вам нужны в этом году, и действительно ли на них стоит в этом году тратить свою энергию, свое время и, так скажем, свое целеполагание. Главное, энергию, так скажем. Другой момент. Есть категория людей, которые
прекрасно знают свой истинный запрос, вот они замечательно его знают, и он у них висит в воздухе, они на него смотрят каждый день, то есть это абсолютно видимая, насущная, так скажем, ну не проблема, но обстоятельства, которые стоит уже когда-то решить. У кого-то это вопросы с семьей, у кого-то это вопросы с отношениями, у кого-то это вопросы с деньгами, с финансами, у кого-то это вопрос здоровья. Но мы как привыкли? Мы привыкли, что вот болит какая-то часть тела, она болит, и я уже к этому привык, и я туда не смотрю. А что ты хочешь по здоровью? А я хочу вот это, вот это, вот это. То есть всегда мы решаем то, что, условно говоря, лежит не на поверхности. Да? Для этого, для того, чтобы вот, как бы перестать себя обманывать на эту тему, стоит действительно посмотреть искренне, что действительно происходит в жизни. Может быть, стоит уже посмотреть на самое очевидное. Каждый из вас, каждый из нас знает, что для нас сегодня является актуальным и очевидным. То есть и чаще всего это тот запрос, который поменяет качественно, извините, качественно поменяет жизнь просто в разы. Но мы туда не смотрим. Мы бегаем кругами, мы ходим в обход и решаем все посторонние запросы и вопросы, только не самый главный, только не тот, который вот лежит на поверхности. Еще я заметила такую вещь, что чем, так скажем, продвинутее, если можно так сказать, человек в каких-то духовных поисках и в каком-то духовном развитии, тем дальше он будет отходить и обходить этот запрос. Причем сам запрос, он может быть настолько простым, он может быть настолько поверхностным, что уже имея вот весь этот багаж, имея все вот эти пройденные уроки и опыты, и знания, мы просто на него смотрим и думаем, да господи, ну это какая-то фигня. Это не может быть все вот настолько просто. Но на самом деле все очень просто. И просто честно посмотрите на жизнь, и если у вас есть запросы, от которых вы бегаете, посмотрите туда, они вас ждут, и они очень быстро могут разрешиться в этом году. И абсолютно неважно, насколько они сложные. Это вопросы здоровья или это вопросы какой-то финансовой реализации, которая не получалась, например. Или у женщин очень часто сегодня запрос на проявленность. На самом деле, там вопрос не в проявленности, правильно? Там вопрос в других аспектах, да, на которые мы не хотим смотреть. И очень часто проявленность, она связана с детством и с родителями, например. Может быть, стоит посмотреть туда. То есть вот те цели и планы, которые мы с вами писали 1 января, я надеюсь, кто-то, может, писал и 31 декабря, абсолютно неважно, да, пожалуйста, их пересмотрите на предмет честности и на предмет того, насколько этот запрос ваш. С другой стороны, я тут начала вести Инстаграм, и, естественно, мне всплывает куча всяких рилсов, куча всяких видео, сторис и постов, и я, если честно, немножко в шоке, потому что я люблю живую жизнь, и в интернете, кроме телеграм-канала, провожу довольно мало времени, и я поняла, что сегодня очень много происходит такого процесса, как навязывание тебе какой-то проблемы. То есть ты живешь, у тебя нет проблемы, и вот она у тебя появляется. И ты уже веришь в то, что нужно действительно что-то сделать с проявленностью, потому что я же не проявлена, вот вся не проявлена, мне это навеяли, мне это навязали, и я в это верю. И вот таких запросов у людей на самом деле очень много. Решается это все очень просто. Помните, мы в декабре с вами проходили период такого вакуума, да, такой вот пустоты. Кто-то проходил этот период как период одиночества, вне зависимости от того, сколько людей вокруг. Очень многие болели люди, и до сих пор, кстати, болеют многие. Это было не специально, это было специально, да, для того, чтобы человека отсоединить от внешнего мира и развернуть к себе. И чтобы каждый из нас понял, а что внутри меня-то живет, что я на самом деле хочу. Но всегда же страшно сказать себе, что я хочу вот этого, потому что вот этот твой запрос, он может быть настолько не глобальный, он может быть настолько не вселенский, что даже становится как-то страшно. А что это я себе какую-то такую цель маленькую поставила?
Поэтому здесь все-таки всегда про честность с собой. Истинный запрос — это тот запрос, который качественно меняет жизнь. И если его разрешить, то у человека сразу происходят какие-то очень глобальные перемены. Они происходят не сразу. После моих сессий они происходят где-то в течение месяца, 1,5 месяцев, в зависимости от энергоструктуры человека. Но в любом случае, когда вы разрешаете какой-то истинный и искренний запрос внутри вас, первый показатель качества, да, вот этого, так скажем, это изменения в вашем событийном ряду и в жизни. То есть те вещи, которые казались неразрешимыми, они сами по себе разрешаются. Сегодня еще я хочу поговорить с вами о том, как мы стучимся с вами в закрытые двери. Это очень важная история, она также связана с истинным запросом, точнее, не с истинным, а, так скажем, сложным. Потому что если вы стучитесь в закрытую дверь, если мы с вами стучимся вообще в закрытую дверь, и никогда она не откроется, не потому что вы плохие или я плохая, просто потому что туда не нужно, она и не откроется. И что получается? Что человек прилагает все усилия для того, чтобы эту дверь хоть как-то открыть. И справа, и слева, и прямо, и под дверью, и там другой ключ подобрать, и еще как-то. Здесь включается еще другой момент, что, опять же, да, чем больше человек прошел какого-то духовного опыта, эзотерического, энергетического, тем больше вариантов он знает. И он начинает с этой дверью как-то работать. В эту дверь, да, мы вкачиваем огромное количество энергии, а она все не открывается. И в итоге получается, что энергии сливается очень много, а туда просто не нужно идти. Просто посмотри вокруг и посмотри, что вокруг тебя много других возможностей. И это, к сожалению, очень распространенная история. Она всегда людьми оправдывается так, что, слушай, я по-другому не могу. Мне нужно вот это, потому что у меня есть вот такие условия. И чаще всего с этими условиями, никак не поспоришь. У меня 4 детей, у меня нет денег, у меня плохое здоровье, у меня там еще что-то произошло. Я не могу по-другому. Вот мои условия, и поэтому мне нужно в эту дверь. И на самом деле вот эти условия наши, да, которые действительно, они очень тяжелые могут быть, они могут быть как бы неподъемными, с ними действительно никто никогда не поспорит. Но эту тему я тоже очень часто проговаривала за эти 12 дней, или какой сегодня, 12 число? 12. За эти 12 дней Нового года я тоже со многими проговаривала эту историю, что да, с твоим оправданием, правда, не поспоришь. Но если ты внутри себя вот это оправдание не трансформируешь во что-то другое, ты никогда не получишь то, что действительно ты хочешь. То, что действительно тебе нужно. И тот опыт, который для тебя будет максимально полезным. И вот эти оправдания, все, где мы говорим с вами «я не могу», все, где мы говорим «я не могу по-другому», везде, где мы с вами говорим, что по-другому никак, только вот так, или я ничего не могу сделать. Каждый раз, когда вы ловите себя на этой фразе, во-первых, очень хорошо себе ее немножко менять и говорить «я не хочу». И тогда все встает более-менее на свои места, потому что это и есть правда. Очень много людей я встречаю, которые мне сидят и говорят: да я не могу вот это сделать. Да ты можешь, просто пока что на данный момент времени нет готовности. И вот здесь про честность, да, признать себе честно, что я сейчас не хочу этим заниматься, потому что сейчас у меня нет на это готовности. Но когда у меня будет достаточно энергии и сил для того, чтобы этот запрос разрешить или это сделать, я пойду и сделаю. Пока мы говорим себе «я не могу», ничего и не будет в нашей жизни. Пока ты не можешь, никто за тебя и не сможет. Потому что есть закон свободной воли. Никто никогда ни вам, ни мне не навяжет какую-то свою волю. Никто нас не может заставить что-то сделать. Никто не может нас
так скажем, смотивировать к тому, чтобы жить по-другому, чтобы смотреть на вещи по-другому. Это только наша ответственность. И вот про все вот это вот 24-й год. Чем быстрее каждый из нас понимает какие-то свои точки роста, чем быстрее каждый из нас понимает, где он себя обманывает, не в смысле, так скажем, не для того, чтобы себя потом этим и убивать, не для того, чтобы потом себя за это там наказывать или ненавидеть или еще что-то, да, или тревожиться на эту тему, а лишь для того, чтобы больше себе вот эту историю не рассказывать. Чем быстрее мы с вами понимаем вот эту часть, где я себя обманываю, тем быстрее в жизни происходят и произойдут как бы какие-то перемены, которые мы хотим. Еще есть другая тема, которую я тоже бы хотела с вами сегодня обсудить в довольно коротком формате. Если у вас, кстати, есть какие-то вопросы, то вы можете их написать в последнем комментарии, в посте, да, в комментариях к последнему посту. Еще есть одна вещь, которую я бы хотела обсудить, это желание. Сегодня хотеть и желать вроде как уже не проблема. И уже есть в мире столько всего, что мы действительно можем получить, что мы можем там употребить как-то или использовать и получить от этого какое-то удовольствие. Но на самом деле самое сложное в жизни – это захотеть хотеть что-либо. Потому что пока мы не хотим, пока у нас внутри не рождается какое-то желание, мы не можем идти вперед. Потому что желание для каждого человека – это своего рода мотивация. Мотивация может быть как внешней, так и внутренней. И вот эта внутренняя мотивация – это, так скажем, самая простая, самая легкая – это желание. Чем сильнее какое-либо желание внутри нас рождается, тем проще нам идти вперед и достигать этого. Но здесь, опять же, история про истинность. Мне кажется, я сегодня это слово повторю 1000 раз. Что ты на самом деле хочешь? Вот что ты хочешь? Не то, что приятно и принято считать в каком-то обществе. Не то, что у кого-то получилось, поэтому я также хочу. Не то, что там мне сказали, что мне вот это будет полезно, поэтому я это хочу. А что на самом деле хочешь ты? Что хочет твое тело? Что хочет твой разум? Что хочет твоя душа? И вот эти 3 вопроса, они ключевые. Когда вы начнете их слышать и отвечать на них, в жизни начнут происходить какие-то волшебные вещи. Почему? Потому что когда тело чувствует, что желание исполняется, и желание истинное, на этом происходит новых каких-то достижений для каких-то новых процессов. И если посмотреть вот так, одно желание внутри себя, да, уже вот в жизни, так скажем, в материи, у человека сразу появляется аппетит на что-то еще. Мы здесь не говорим с вами про материальную часть, когда ты сначала купил себе хочешь Ламборгини, мы не про это говорим. Мы говорим именно про какие-то внутренние желания, которые на самом деле могут не стоить нисколько, если мы переводим это в материальную часть. Поэтому свои желания, конечно же, нужно слышать, и их нужно исполнять. Потому что именно через то, как мы исполняем желания, то есть материализуем и заземляем вот эту энергию в обратную сторону, вы же понимаете, да, что есть поток вниз и вверх. Да? Вверх приходит сигнал, что, о, слушай, желание исполнилось, давай-ка еще что-нибудь, давай еще что-нибудь. И это как уже такой апгрейд постоянный, да, во-первых, и желаний, а во-вторых, каких-то действий и каких-то новых событий. Но, с другой стороны, также вижу и знаю много людей, которые говорят, я ничего не хочу, вообще ничего не хочу. Отстань от меня, я ничего не хочу. Хочу лежать дома под одеялом и ничего не делать. Ну, ничего не хочу. Хочу полностью там, один, да. И как понятно же, что из этого нужно выходить. Вот здесь всегда мы опираемся на какую-то, так скажем, цельную часть, которая у нас осталась, и из нее мы
Просто идем и начинаем пробовать что-то делать. У кого-то, может быть, получится вышивать крестиком, у кого-то, может быть, получится вышивать там, звездочкой, у кого-то получится читать книги. Но на 105-й раз что-то точно получится и что-то точно принесет удовольствие. Честно, друзья, я не верю в другие выходы из состояния «я вообще ничего не хочу», потому что я сама из них выходила несколько раз, если уж абсолютно честно говорить, и каждый раз это была проба чего-то нового. Попробовал, понравилось, пошел дальше, еще углубился, еще углубился. Попробовал, не понравилось, хорошо, значит, я могу завтра попробовать что-то новое. Другого способа через практику, через еще что-то захотеть истинное, что внутри тебя есть, невозможно. Во всяком случае, я этого не знаю, и у меня такого опыта нет, и в людях я такого опыта не видела. Видела очень часто, что человеку говорят: да иди, тебе нужна семья, и он идет, он получает эту семью, и через 5 лет он понимает, что семья ему не нужна, а ему нужна была карьера. И тогда вот так вот все ломается, и человек смотрит на себя и говорит: да зачем я это сделал, я же хотел другого. Такое видела часто. Видела, когда вот человеку засовывают в голову другое желание, не твое. Это частая история про родителей, это частая история про близких, это частая история про партнерские отношения, когда жена мужу что-то вкладывает, муж жене что-то вкладывает. У мам очень часто это встречается, когда вот я не играла на пианино, а вот ты точно будешь играть на пианино. Когда какие-то вот эти вот замещения желаний, они происходят на многих уровнях. Или когда хочется кого-то порадовать, чтобы кто-то был счастлив, потому что ты это делаешь, и ты вроде бы как этого хочешь. Это всегда заканчивается тем, что человек потом недоволен тем, что он так сделал. Где вылезет это недовольство, неизвестно. У кого-то оно вылезает в здоровье, у кого-то оно вылезает в бизнесе, у кого-то оно вылезает в какой-то там творческой части, да, но всегда оно вылезает не очень хорошо. Поэтому, чтобы, так скажем, избежать таких моментов, сразу в самом начале мы учимся в этом году слышать себя, слышать свои внутренние истинные запросы. Если у вас есть возможность уехать или выключить телефон на 2 дня и послушать, а что вообще там у меня происходит, голоса в моей голове, что они говорят и что они хотят, это будет идеальный вариант, если вы не воспользовались такой опцией на Новый год. Многие воспользовались, знаю, и сейчас они как-то себя по-другому чувствуют. У кого-то там пришибла болезнь, да, еще в конце того года, и они уже там слышали себя и какие-то свои трансформации проходили. Но если у вас еще такого не было, и вы действительно хотите понять, а что там внутри меня, воспользуйтесь опцией отключить все внешние источники на пару дней. Вы испытаете невероятный сначала страх, потом непонимание, а потом невероятный кайф. Просто от контакта с собой. И раз уж у нас с вами пошла такая пляска, что мы говорим про 24 год, есть вещи, которые я почувствовала, есть вещи, которые я читала, есть вещи, которые мне скидывали и рассказывали люди, которые умеют считывать хорошо пространство. Ну, честно говоря, год, если смотреть глобально, он так себе. Очень так себе. Он не будет легкий, он не будет там волшебный, высоковибрационный, с единорогами, с пони, со звездочкой. Хотелось бы, конечно, каждый 1 января хочется именно такого года. Ну, как бы давайте смотреть правде в глаза. В России год будет тяжелый, не страшный, а именно такой, так скажем, энергетически очень подавляющий, такой загрузный, да. И на этом всем действительно важно слышать себя. Если в какой-то день мы перестаем слышать себя и что я хочу, это сразу включение в коллективную историю, где состояние просто страха, непонимания, что делаем, куда мы идем. Ну и это сразу капитальный, так скажем, минус. Да? Нам это не нужно, поэтому в этом году нужно выбирать себя, нужно выбирать свои истинные какие-то желания
слышать себя и не поддаваться, вот держаться из последних, так скажем, возможности держаться за какую-то истинность, за добро, ну, за какой-то свет, да. На всем том, что я не хочу рассказывать вам, что в этом году там, хорошего и плохого будет, да? Нет, в нас с вами, а вот в пространстве вокруг. Но скажу только так, что когда я все это прочитала у одного человека, у другого, у третьего, десятого, и когда до этого мы делали практику пересмотра года, на просмотр, вибрационный просмотр года, так скажем, ну, настройка на год, я это так назвала, по месяцам, событий много, они разного порядка, и я на все это просто сказала, что я выбираю любовь. Я выбираю свет, и я выбираю любовь. У меня не было других комментариев. Потому что если выбирать не любовь, то это любое другое чувство, не любовь, это дорога в не очень приятное состояние и в не очень приятный мир, откуда нас на самом деле это пытаются вытащить. Поэтому выбираем любовь. Почему нельзя выбирать, например, счастье, да, и постоянно быть нацеленным только на счастье, потому что любовь — это не всегда про счастье, да, любовь — это немножко другое чувство, потому что тогда может появиться ложное восприятие и реальности, и ложное восприятие себя. Потому что когда где-то что-то происходит близко к нам или не близко к нам, что-то очень плохое, и ты говоришь, а я выбираю счастье, ну, смотрится это как-то странно, давайте честно говорить. И на этом очень многие уходят от реальности подальше. И, собственно, в этих мирах очень многие люди и живут. Если мы выбираем ненависть, то мы усиливаем только то, что происходит. И это дорога, ну, в никуда. Потому что ненависть в первую очередь, она разрушает не того, кого мы хотим, да, условно говоря, убрать из своего поля, а ненависть разрушает нас изнутри. Если мы выбираем страх, то страх, на мой взгляд, это самое сложное состояние, потому что оно как вот тебя просто сковывает, ты боишься, ты стоишь, и ты просто ты не знаешь, что делать. Поэтому страха будет много. Выбирать страх нельзя, потому что тогда останавливаются вообще все процессы, которые происходят в нас внутри, процессы, которые происходят в нашей жизни, и процессы, которые происходят везде. Да? Просто все остановилось. У нас есть только страх. Страх — это та составляющая, которая забивает энергоцентры так, что потом их придется раскрывать заново. Страх — это вот такая история. Поэтому здесь ничего не выбрать, кроме любви. Собственно, вот так. Любви к себе, любви к Богу, любви к пространству, любви, собственно, к людям в широком и в узком, в любом смысле, да. Поэтому, друзья, подводя итог этого необычного для меня эфира, еще раз давайте про ты. Даже не что хочешь ты, а что тебе нужно. Вот это номер один. Номер два, что хочет да, там, мой ментал, что хочет сердце, что хочет душа и что хочет мое тело. Три основных вопроса, которые мы задаем себе на ежедневной основе. Этот год, он про истинность, он про с собой, ни с кем-то, ни с чем. Что только так мы можем вообще пройти все то, что для нас запланировано. Ну и выбираем любовь. Не выбирайте другие чувства, не поддавайтесь им. Придется очень часто в разных вариациях включать волю и выбирать что-то. Ты на какой стороне? Да ни на какой я стороне. Я на стороне на стороне себя. Я не могу быть на чьей-то стороне, потому что я не есть кто-то, да. И это очень важно понимать. И всем желаю именно такого мягкого
гармоничного и спокойного состояния, которое, кстати, в этом году возможно, несмотря на все, что происходит, очень будут разные, да, как бы жизни, как будто бы. Да, здесь вот в одном городе люди живут, один вот так живет, а другой живет абсолютно по-другому. Почему? Потому что люди выбирают, в какой реальности они живут. То есть формирование своей реальности, оно уже начинается. И оно начинается с вопроса, а что ты хочешь? Поэтому этот вопрос, я надеюсь, вы после сегодняшнего эфира не забудете и, и будете им пользоваться. У нас есть несколько вопросов, давайте я их зачитаю и потом постараюсь на них ответить. Как услышать истинный свой запрос, когда заглядываешь вглубь себя, как будто не идет никакая информация? Я не могу ее услышать. Мысль приходит только сидеть, выписывать все подряд, а вдруг где-то ёкнет. Маша, здесь в целом про то, что у меня такое чувство, что ты немножко что-то не в ту сторону смотришь. Услышать свой истинный запрос, да, то есть тут в каком-то смысле здесь есть такой момент, что ты не всегда его будешь слышать, ты можешь его просто чувствовать, понимаешь? Это большая разница, слышать и чувствовать. Ну, давайте, если уж так совсем откровенный разговор, да, немножко по эзотерике пройдемся. Когда у меня происходят какие-то загрузки или настройки на клиентов, например, завтра у меня сессия, за ночь я все понимаю. Чаще всего я какие-то очень яркие фразы, я их прям слышу, да, то есть либо каким-то отдельным словом, либо какой-то отдельной фразой, но я понимаю. Либо мне снится сон, да. Кстати, во сне, да, тоже ты можешь просто поставить намерение перед сном, что я действительно хочу. И тебе также может прийти сон. С другой стороны, это как вот просто очень четкое и ясное понимание, если это не у меня лично не загрузка и, ну, как бы не история со сновидением, так скажем. Это просто очень четкое и ясное понимание, что я хочу дальше делать. То есть это вообще про свой внутренний контакт с собой. Другой момент, ты можешь уточнять сферы, да, то есть что я хочу конкретно в этой сфере, что я хочу, например, в реализации, что я хочу в деньгах, что я хочу в семье, что я хочу с подругами, они у тебя очень классные, что я хочу в творчестве, да, то есть ты можешь уточнять сферу саму, это тоже тебе очень поможет. И другой момент, что тебе тоже, ну и вообще всем нам, собственно, может очень классно помочь, когда уже ты совсем заходишь в тупик и не понимаешь, что где происходит, как что услышать, увидеть, увидеть невидимое, так скажем. Задай себе немножко другой вопрос. Ну, например, какую-то сферу ты берешь, например, сфера денег, да? В каком состоянии ты будешь получать деньги и будешь, ну, так скажем, максимально довольна. То есть ты в каком состоянии? Представь, что ты получаешь столько денег, сколько ты хочешь. И ты чувствуешь себя полноценно, ты чувствуешь себя уверенно, ты счастлива, ты в контакте, ты в гармонии с собой. Это не много и не мало, это столько, сколько ты хочешь. Опиши вот это состояние, да, какая-то сумма, как тебе приходят эти деньги, как ты хочешь. То есть детализация того, что ты, собственно говоря, хочешь, как тебе комфортно, да, то есть как тебе будет гармонично изнутри. Это тоже очень поможет. Выписывать все подряд и вдруг что-то ёкнет, да, есть такая техника. И если она на тебе работает, то пробуй. Но опять же, не у меня такое ощущение, что ты хочешь глобально, да, это понять, то есть что я хочу в этой жизни за все свои 78 миллионов лет. А ты попробуй уточнить, да, что я хочу, условно говоря, в семейной жизни или там, ну, по каким-то сферам, да, ну, мы это уже обсудили. И тебе, как бы, можешь это выписывать, то, что тебе идет, а потом ты просто это будешь вычленять. Да, такая техника есть, я ее знаю, ты можешь ей пользоваться, но, опять же, уточняй какую-то отдельную сферу. Я воспользовалась опцией отключения от всего мира на несколько дней. Мне очень нравится это состояние. Как быть социумом, которому нужно доносить свои умения и знания? Социум, и которому нужно доносить свои умения и знания, это странный социум.
потому что вообще в жизни ничего не нужно, да, есть единственный критерий, ты хочешь этого делать, или ты хочешь это делать, или ты этого не хочешь. И если это делать, ну, то, скорее всего, эта история закончится тем, что я выговорила, я не хочу, меня никто не понимает. Тогда это будет ну, дисбаланс, да, и здесь нужно говорить вообще про то, что а с каким социумом я хочу вообще взаимодействовать, с каким вот я сейчас побыла одна, мне очень классно, мне это очень нравится, кого я впущу в свое поле для того, чтобы вот это состояние сохранить. Не для того, чтобы вот давайте мне какой-нибудь социум дайте, и я ему должна доносить какие-то свои там умения, знания и навыки. А, и вот как мне с этим быть, да? А наоборот, немножко из себя, да, меняем фокус, меняем наблюдателя. Мне вот в этом состоянии хорошо, мне это состояние нравится, какой социум я хочу впустить, да? То есть здесь про формулировку вопроса. В целом, который вам приятен, абсолютно не вам. Я верю в то, что по своей природе каждый человек, он прекрасен и он хороший. Да? Просто иногда он может кому-то поворачиваться не лицом, так скажем, а кому-то он поворачивается, так скажем, да, душой. И душа есть у каждого человека, и тут вопрос, как ты хочешь взаимодействовать, да, и с какими людьми, и о чем. И тут, опять же, очень много идет про вот эти вот знания, умения, навыки, которые у вас есть, способ подачи. Как вам будет комфортно. Не как будет комфортно, и как нужно, и как должно быть, да? Как должно быть, а как вот мне комфортно, как мне будет хорошо. Вот над этими моментами подумайте, и станет очень много понятно. Но в целом, то, что вам нравится вообще ваше собственное состояние, просто я знаю, от кого вопрос, я знаю вашу историю, это очень круто. Я очень за вас рада. Поэтому сейчас смотрим на вот это состояние, да, мы смотрим, кто это состояние может либо усилить, да, то есть вообще от контакта с людьми может быть еще лучше, да, не так, что с кем-то пообщался и все, это в минус, а наоборот, от контакта с людьми может быть еще лучше. И мы смотрим, ну, как бы, да, какой социум для этого подойдет лучше. Вот так. Так, и еще один вопрос. А если слышишь истинный запрос, а двери закрываются, часто приходят возможности уже гораздо позже, а не здесь и сейчас. О чем это может говорить? Это может говорить очень о многом. Если вам действительно туда нужно, и двери закрываются, во-первых, это всегда говорит о том, что где-то дверь открыта, мы ее не видим, это раз, это 100%. Второе, возможности приходят позже, а не здесь, сейчас. Это может быть вопрос, как бы, да, так скажем, сборки, что вообще в энергоцентрах и в энергоструктуре происходит такого, что есть материализация, но она позже, чем мне нужно, да, тоже интересно. Хотя вообще сам факт того, что что-то приходит, а не прямо сейчас, это уже очень круто. То есть есть другой момент, что, вероятно, вы немножко спешите, да, и по ощущениям очень яркий вы человек, ну, мы с вами разговаривали, да, ну вот по структуре, и как будто хочется, чтобы вот я хочу, пожалуйста, сразу дайте, да, а может быть, я хочу, и это дают, а вот пока вот это вот доходит, да, я могу заниматься чем-то еще, да, то есть это про такую, скажем, мультизапросность, такое тоже может быть. И с другой стороны, о чем это еще может говорить, это может говорить о перепроверке истинности самого запроса глобально. Просто мы с вами говорили, и я знаю ну, немножко вас и какая у вас история. Пересмотреть вообще, а куда я, туда, куда я двигаюсь, оно мне правда нужно, или я это просто где-то подсмотрела, или мне кто-то это сказал. И
теперь я считаю, что вот только так должно быть. Потому что путь интересный, путь не классический, путь нестандартный, не такой, как он вот, все привыкли идти прямо, да, не такой, и он и приведет немножко к, так скажем, к другим каким-то, как это называется, результатам. Результаты будут классные, только они будут не такие, как вот за той закрытой дверью. Поэтому двери и закрываю. Дают много знаков, показывают что-то, в упор не видим, не хотим, хотим, как мы хотим. Миссия и то, что нужно сделать, так скажем, да, оно больше, чем то, что мы хотим. И этому просто нужно доверять. Тут и вопросы доверия и веры, да, ну, не знаю, в кого вы верите, в Бога, во Вселенную, в высшие аспекты, в хранитель. Ну, то есть здесь все по-разному, но я это называю веру в Бога, да. То есть вот туда, да, что там лучше знают, какой путь наиболее идеальный и какой результат наиболее, так скажем, ну, недостойный, ну вот потрясающий, который ваш, да. А мы хотим вот меньше, ну вот чтобы сейчас, показывают вот как бы в другую сторону. Ну, здесь как бы история стопроцентная о том, что показывают, куда идти-то в упор, не хочу туда идти. Вот так. Надеюсь, ответила на вопрос. Так, и еще один вопрос. Я никак не могу встроиться в Новый год, хотя внешне все хорошо, но внутреннее состояние немножко опустошенное. Да, такое сейчас встречается у многих. Вопрос в том, как встроиться в Новый год, или в чем вопрос? Если это вопрос про то, как встроиться в Новый год, то, скорее всего, вы сейчас просто проживаете вот это состояние вакуума, да, где через вот это вот состояние опустошенности, одиночества, нежелание вообще контактировать с кем-либо и с чем-либо, ты погружаешься в себя, а потом из этого ты уже как-то начинаешь смотреть на Новый год, на новые вибрации, на новое состояние. И вот здесь вот больше фонит вот эта история, потому что есть внутренняя часть, которую нужно услышать. А услышать через внешнюю уже не получается, услышать через людей это тоже 100% не туда. Услышать можно только через себя. Поэтому коннекта год плюс я не происходит, потому что, ну вот в стройке, да, вот в этой самой, потому что еще вот эта вот огромная, да, часть, которую нужно увидеть, которую важно увидеть, пока что мы туда не смотрим. Но сейчас чуть-чуть будет еще немножко опустошенное состояние, потом будет совсем критичное, то есть тотал, а потом все быстро поменяется. Это нормально. Ну и можно прийти на хор, там с опустошенными состояниями мы очень быстро работаем, и наполняем их и пересобираем, так что если будет желание, то обязательно заходите. Друзья, я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Всем желаю хорошего настроения, состояния, добра, света и любви. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего дня.